Мы делаем контент. Я хотела сказать контент. Никого не будет смущать вот эти для белья веревки сюда просто трусы. А это мы сделаем, потом добавим на этом пиу-пиу. Трусики такие, ладно. Точки зрения. Да не смей. Мотор. Всем привет. Всем привет. С вами подкаст Точки зрения. Я хотела наклонить, что мы такие Точки зрения. Мы это сделали. Значит, все будет прекрасно. С вами подкаст «Точки зрения». Сегодня наш прекрасный выпуск, где мы будем говорить на такую очень крутую, классную, повседневную, а главное, актуальную тему, как английский язык. А точнее, как английский язык стал неотъемлемой частью. Я еще вспомнить хотела. Как называется трава, которая плохая, и она среди картошки растет? Сорняк. Сорняк, который стал сорняком нашей речи, нашего быта, и который так ненавидят наши мамы, когда мы пытаемся им что-то объяснить. Немножечко фрейма и немножечко сеттинга, в котором мы живем. Сейчас вы это... именно бэкграунд. Я же просто накидаю эти слова. Environmental, там, surroundings. Так уж получилось, что наша обыденная, рутинная domestic life связана с тем, что мы постоянно говорим на английском языке, и это стало большой проблемой для нашего вокабуляра и для нашего объема языка, я бы сказала даже так. Это рушит всю структуризацию, и мы уже давно заметили, что это стало большой проблемой. И мы бы хотели об этом поговорить, потому что мы думаем, это не только наша проблема. Как вы могли заметить, в этой 30 секунд речи у нас промелькнуло уже 20 английских слов. Да. И это, кстати, очень... Я не замечаю, если честно. Вот загрузка просто у человека, она не знает, что сказать по-русски. И вот это, кстати, тоже очень большая проблема, потому что я сейчас начала выстраивать речь. Проблема и бенефит в то же время, смотря где и когда, мне кажется. Да. Я вспоминаю твой кружочек из Телеграма, где ты такая... Небольшая issue — это то, что я не могу найти свой apron. Мам, как apron по-русски? April? Вот это. Кошелек, барсетка. Apron, что мы ищем? Фартук. Вот. Телеграм? Да. Да, там Полина сделала кружок, и она его выложила в ТикТок, где она пытается сказать предложение, и ты никак не можешь вспомнить слово Apron. Apron. Я бы сказала apron. Я говорю apron. Вот тоже еще один бич. Акценты. Кстати, всякое такое. Я один раз у мамы такая спрашиваю, говорю, мам, что такое бич? Она говорит, бомж. Я вообще башка не варит. Ну, короче, вот так. Как-то вот так. Apron, если что, это фартук. Да, это фартук. Мы заметили эту очень большую проблему, наверное, с начала 2-го или 3-го года, как мы здесь живем, и, в принципе, как мы начали работать, когда нам пришлось выдерживать 8-10-часовые смены не просто физической нагрузки, а умственной, потому что нам приходилось включать весь свой словарный запас и говорить на английском. У нас внизу сейчас пойдет ПС, мы работаем там-то, там-то. Да. От этого пошло все дальше, когда мы начали использовать английские слова уже в обыденной жизни. И это стало не просто issue, это стало... Ну да, я бы сказала, что это стало benefit. Да, потому что... Как ты думаешь, тебя это напрягает? Нет. Потому что мне это вообще классно. Меня, вот поэтому я говорю, что это людей. не совсем прям проблема. Ты говоришь, что это проблема. Мне кажется, это иногда даже очень прикольно, то, что ты такой с изюминкой, как и примерно 500 000 людей, ну или там несколько миллионов людей, но меня это не бесит совсем. Мне это даже нравится, но это сложно с моей мамой, которая не знает английский так хорошо, как знаю его я, и когда я что-то пытаюсь сказать на английском, она такая, что? Ты как бы выбираешь сказать английское слово, потому что, короче, оно быстрее приходит в ум, и ты просто такой бла-бла-бла, и выбрасываешь английское слово, и все его вокруг понимают, но не твоя мама. И тебе нужно думать, стоять 5 минут, вспоминать это слово по-русски. Даже, я, наверное, вставлю этот кружочек видео, но даже в том кружочке моя мама такая, April, барсетка, сумка. Она накидывает просто. Она просто... April, барсетка, сумка, она просто стоит, типа,
что ты хочешь от меня? Я такая, По факту. ну вы посмотрите, или уже посмотрели. Следующий, наверное, стейдж после того, как ты принимаешь английский в свою речь, это когда ты начинаешь писать с перерывом на английские слова. Я не имею в виду, хотя это даже есть у нас в обычных переписках, где мы просто пишем, и это Мне просто не влом какие-то даже фразы, иногда, которые мы знаем только на английском, мы всегда это используем. Или они короче, они более make sense, они более имеют смысл сказать по-английски. Мне не влом переключить клавиатуру на английский, написать 1, 2, 3 слова на английском, потом продолжать на русском, просто потому что это проще. Да. И это так звучит у меня в голове, и ты пишешь из головы сразу. Кстати, да. Другой момент, который я, наверное, сказала бы мой личный, я не знаю, как у Полины, потому что у нее немножко другая техника. Я к новому учебному году для того, чтобы быть более профессиональной, очень быстрее писать и, в принципе, иметь эстетичную технику, я купила себе iPad, и я не предусмотрела факт, что когда я покупала себе keyboard, что он будет только на английском. И поэтому теперь, когда я хочу написать текст, например, материал для этого прекрасного подкаста, или я хочу написать сообщение в Телеграме, мне приходится как тупой бабке сидеть и вот так тыкать в экран, печатать, тыкать это на английском, точнее на русском, потому что у меня нет русской клавиатуры. И я не помню ее по памяти. На клавиатуре именно, да? Да. У меня совсем по-другому, потому что единственный раз, когда я столкнулась с такой раскладкой, это когда я купила себе MacBook, и есть выбор, какую клавиатуру ты заказываешь, там нет такого, что и то, и то. Я заказала на английском, потому что, естественно, на английском она нужнее. Потом я заказала сверху такую резиновую накладку с русским и английским, но она жутко... Я ее нашла потом, кстати. Где? Вообще на улице, возле с автобусной остановки. Неплохо, не затоптали. В общем, она очень жутко портила экран, именно экран самого ноутбука, потому что она плотно прилегала, она там не должна быть, и она такая вся была какая-то жирная, грязная, непонятная. Я ее просто убрала, и мне больше нравился именно чувство самого заводской клавиатуры, и моя мышечная память сработала на ура, и я пишу просто на английской клавиатуре, не глядя вообще на клавиатуру, просто по-русски. У меня был момент, мне нужно было написать проект-ресерч для одной темы, и мне нужно было это скинуть заказчику, русскому заказчику. И я написала весь что-то 10-листовый там на Google Доке этот ресерч, я все написала на английском, там со всеми картинками, со всем там с расчетами и со всей фигней, и мне сказали: автотранслейт, пожалуйста, потому что это не бывает. И, кстати, сейчас, когда, допустим, когда мы только готовились к этому выпуску, и мы там что-то пытались серчить, и я там сидела, что-то делала, все шло именно на английском, что очень странно, потому что вообще вся идея зарождалась на русском. И я думаю, как вам, как простым слушателям, наверное, не будет так понятно всю проблему, всю боль, все слезы, которые мы пытаемся вложить. Ух, нифига. Если что, у нас там кролик. Вьетнам начался опять. Всю боль, которую мы пытаемся вложить, но просто поймите, когда второй язык становится партом вашей жизни, это очень и очень забавно. Особенно человеку, который не внедрен во все эти сеттинги. Например, моя бабушка, которая все еще удивляется, когда я говорю «Hi!». Когда я говорю не «Привет, бабуля», я говорю «Hi!» по привычке. И она «Словарь». Моя бабушка иногда, я с ней сейчас... И вот недавно совсем я с ней разговаривала по телефону, я что-то говорю и такая «You know», это просто фраза вброс. Она ничего не значит, это просто чтобы как-то поставить точку, заткнуть, это вместо там «вот», «кстати», «типа». Да. Это просто «you know», ну типа ты понял, да? И вот я бабушке говорю «you know», и она такая «что? Что? Вино?» Да. Я такая, нет, забудь, потому что объяснять это бабушке, это еще сложнее, чем объяснить это маме. Поэтому я такая, нет, забудь, просто ничего, плохая связь. Все. Еще, кстати, очень интересный поинт. На какой-то момент времени общения и, в принципе, существования в условиях, в которых мы существуем, общение с американцами или просто с носителями языка стало настолько для тебя обыденным, что ты не сильно стесняешься своего акцента или ты не сильно стесняешься факта того, что ты приехал из другой страны. Это, наоборот,
перетрансформируются в твою фишку. Например, очень много раз это бывает такое, что ты ведешь диалог, ты ведешь беседу с человеком на английском, и иногда, допустим, для того, чтобы sounds more funny, ты можешь менять свой акцент, ты можешь играть на этих партах, да, ты можешь делать более сильный акцент, ты можешь добавлять что-то свое. Например, очень хороший пример, у меня есть менеджер, она испаноговорящая женщина, и очень часто, когда она подходит, там что-то случилось, она такая: "Oh my God, guys, look at this table. Está loco, ¿por qué me I told her, и это очень классно. Это вещь, которую мы очень любим. И на самом деле, после понимания этой вещи, ты начинаешь немножко по-другому смотреть, потому что у тебя есть вот эта возможность в момент переключиться, такой: "О май гад, это просто ужас, как, how do I get it?" Это просто прекрасно. Не ори, это очень громко. Да. You know. Но, да, вставлять такие свои темы — это индивидуальность. Я... Hold on. Я вспомнила. Даже не пришлось завязывать узелок на табуретку, чтобы вспомнить, кстати, всякие наши русские... примета. Вот эти приметы, типа наш. В общем, я хотела сказать то, что про акцент мне как-то вначале говорили то, что... Мне либо говорят, что у тебя нет акцента, ну, то есть мне вообще ничего не говорят. Либо такие: "О, у тебя почти нет акцента", и я такая: ладно, да, это, кстати, самая лучшая похвала. Это то, что ты прям ждешь. Self-proud закончился. Все такие, у меня спрашивают такие: "А ты откуда из Америки?" Там, типа, ты с севера, ты с юга? Я такая: "Я не из Америки". From South Belarus. Они такие: "Я не South Belarus вообще-то". В Беларуси есть South. Да, но я не просто, я не South. Откуда ты, кстати? Я Southwest. You know, я под границей с Польшей. Я с Урала. Если что, да, мы живем в Америке, я из Беларуси, она из России. Но не суть. Я хотела сказать, что мне вот это лучшая похвала, когда тебе говорят, что у тебя нет акцента, либо он почти не слышен, то есть даже американцы не понимают, откуда ты. Но я хотела сказать, что мне говорили то, что у тебя милый акцент. Мне долгое время не нравился этот комплимент. Я считала его как будто тебя не хотят обидеть. Да. То есть как будто у тебя есть акцент, я его слышу, я тебе про него скажу, но чтобы не говорить типа "у тебя есть акцент", я скажу: "У тебя милый акцент". Или еще хуже, когда ты такой: "Я слышу твой акцент, но он мне даже нравится". Или такие: "Oh, you have an accent". Взгляд сейчас был кинут в камеру. Да. Мне кажется, мы одинаково это все. Или такие говорят. Там будет ставочка. И то, что, либо то, что говорят: "У тебя есть акцент". Откуда он? Типа, откуда ты? Ну, вот это вот. И ты такой: "Можно, пожалуйста, skip это question и продолжать диалог, что ты говорил?" Знаешь, что я realize? У тебя есть триггер на тесты по английскому. Это жуткий триггер, это вещь, которую я ненавижу всей душой. Когда мне говорят: "А сейчас мы пройдем небольшой тестинг по listening, writing, reading и все остальное", это даже с пониманием, что я могу это вывести, это жуткий триггер. Это жуткий триггер, терпеть его не могу. FSA, горите в аду. Горите в аду. Florida State Assessment. Florida SAT including. Я не могу это терпеть. Мне вот ко всем этим тестингам у меня отношение, что больше как познавательное, развлекательное, типа просто сравнить, посмотреть, насколько он разный с школой, которые преподавали нам в наших странах, и больше я иду туда с уверенностью, то, что типа я все знаю, я все сдам, это все просто, но не всегда так получается. Такая идеальная. Ты просто идешь туда. Это, кстати, сказал человек, который с первого раза сдал SAT на 1000. Никто не знает, что такое SAT. If you know, you know. If you know, you know. If you know, you know. Ладно, отдельное видео про SAT не будет. Не будет, потому что я буду плакать. Я пыталась зайти, хуй вот тучу таймов я пыталась его сдать, она выплакала все нервы, не могу больше его делать. Можно, подожди. Да. Моменты съемочные. Момент истины. Так вообще нормально слышно? Знаете, что меня еще очень прикалывает? Когда я вижу в Инстаграме своих знакомых,
или просто людей, на которых я была давно подписана, которые выкладывают в историю, что они учат английский, они лежат так с книжечкой в кафешечке, и там Spotlight of Russia, учебник или какой-то любой другой учебник по грамматике. И такие time to learn something new. Это, знаете, типа, или какая-то фраза, которую ты прям видишь, что она жестко переведена с Google Translator. Да, вот это прям очень жестко, вот прям честно, вот как бы вы не пытались. Вот прям, я даже не знаю, какой пример привести. Это как бы вы Скажи, не что-то пытались. вот прям, блядь, как перевести? Я Что не прям знаю. дословное, ну. В общем, да, вот это меня Не забавит. знаю, там типа going to the home. Какую-нибудь такую фигню, то есть Going back to... Не вот это... going back, ладно, но вот, ну, то есть как бы вы ни пытались, вот то ли наша вот насмотренность, наслышанность, и вот это наше нутро, это очень видно, когда это переведено с переводчика. Я даже не говорю про какие-то банальные вещи, то, что там понятно, то, что там нет такого слова, а вот просто про кто в истории что-то пишет, это вообще отдельная тема, мне кажется. Да. И это прям видно. Вот вопрос, можно я тебе задам вопрос? Так уж и быть. Мисс, как ты относишься, вот как раз-таки примерно та же тема, как ты относишься именно к людям, которые заведомо русские, всегда были русскими и будут русскими, когда они пишут какие-то фразы, вбрасывают на английском, типа вот они снимают историю в Инстаграме, и они пишут там какую-то на английском вот эту вот фразу. Если я скажу, что мне забавно, меня забросают помидорами. Но на самом деле, я бы сказала так, немножечко респект за старание по переведению фразы, Пойти в транслейтер. но это... Awkward, it's so weird, though. That's not how it's supposed to be. Если тебе вдруг интересно мое мнение, Конечно. меня, я не буду скрывать, пусть меня закидают помидорами, это немножко смешно в моменте. Типа это прям... Нет, пожалуйста, не делайте так. Не пишите на английском в истории. Ты знаешь, что у человека лично или что-то еще, и они это пишут на английском, и ты такой, на кого ты пытаешься быть похожим? Типа, зачем? Для чего? У тебя вся аудитория русская, у тебя там мама, бабушка, папа, учительница математики. Зачем ты пишешь фразу на английском, которую все, так же, как и ты, пойдут в переводчик переводить обратно на русский? Если вообще кому-то это будет интересно. Я уже чувствую, какие комменты будут. Ой-ой-ой. Честно, нет, но в то же время, я не прям такой лютый хейтер, потому что это все равно прикольно, то, что вы пытаетесь там познавать новую культуру. У меня есть девочка, которая писала на испанском какие-то фразы. Это круто. То есть это тоже прикольно, то, что Это что-то круто. новое, там что-то внедрять, ты как ты пытаешься учить, что-то писать, когда это прикольно. Но когда ты просто такой деревни и пишешь на английском «я рублю дрова», нет. Как будто рубить дрова. Я не знаю. Это вообще-то мой способ выучивания английского. Да, почему нет? Почему я не могу написать good night? ГН. ГН. Я, знаете, сейчас вспомнила вот с этим ГН. Это очень актуальная тема, потому что иногда, когда ты переписываешься с человеком, и ты понять не можешь, что тебе пишут, потому что это укулюк-укулюк. If you know, you know. Кстати. Когда-нибудь, вот реально, если вам будет интересно, или давайте мы все составим, как будет сокращение фразы if you know, на английском, как его обычно употребляют. Или Давайте это, мы вот так или вот это, оставим так просто. или это лмао. Лмао. ЛМАО, то есть люди это обычно пишут там, или лол, даже тот же лол, даже если по-русски ты пишешь лол, это все равно английская аббревиатура. LOL. Laughing out loud, типа очень громко смеюсь. Ну, ЛМАО? ЛМАО, нет, лол. А что как лмао? ЛМАО, laughing my ass off. Типа смеюсь прям до... Мне очень нравится это I знаю, don't give a валяюсь по fuck. полу. А ты-ка-ты-ка-ты. То есть Это очень отдельная забавно. тема, это когда ты учишь английский именно разговорный, когда ты в среде, это вот эти вот сокращения в переписках. Очень была мне большая проблема, когда я только переехала, я хотела как-то с кем-то пообщаться, и они мне все пишут IDK, IK, TY. What you do? WYD. Да, Where you at? да. И то есть и ты вот тебе просто набор букв, которые Jazz. в учебнике. Ты видела, она как там? Джесс пишется? Нет. Мне один раз моя подружка показала переписку в Снапчате, и там было так
Скул, даже слово скул. Ну, скул. Обычное слово скул пишут, блять, долбоёбы, вместо с, ну, это си, к. То есть Скул. ул. Ну, короче, да, то есть по грамматике здесь никто не парится, это отдельный топик. Но Excuse me? Вот зачем я учила man? английский 30 лет? Just. Это J и S. Я вообще в минус. Если что, прикол, я пытаюсь... Мне нужно было Real Story, извините, я прибью. У меня будет вставки на Real Story очень много, потому что у меня полно этих историй, блядь. Я пыталась законнектиться со своей будущей румейткой, и я хотела как бы, ну, выглядеть как американец, даже с именем Елизавета. И вот таким славянским лицом я хотела выглядеть американкой. И я такая, yeah, sure, so, let me know. Там, короче, там вот как-то я это что-то сокращала. Let me know тоже, LMK. Да, а я там, ну, не знаю этих сокращений, я обычно нормально пишу. Самый мой флекс, который я считаю, это прям мой флекс, я пишу Ю, не 3 буквы, а Ю. Ю просто. Вот это вот прям, во, самый рабочий вариант. И писать не заглавной буквы. Все, американец. Вот не заглавной буквы, да, я люблю. Да, но вот когда вот это... Ну, это вообще трэш какой-то. Я знаешь, сейчас помню, это аналог, как сейчас, типа, ДК выпустил на своем канале, там, короче, песню, там песня такая, как дела, давай, ну, пок, там просто, там, короче, плохо было, ладно. Но мне нужно, можно мы прервемся, и я покажу песню, потому что это будет классно ставить. У тебя есть телефон? Нас не забанят за эту песню. Ну, если Даня Кашин нас не съест с говном, потом на следующем стриме за то, что мы взяли его песню, но я не думаю. Вот это то же самое, вот это если бы вот если бы вы сейчас точно так же бы записывали, это было вот так, ЧББ, давай, ну, спок. Что-то там, ну, пон. Да. Ну, да. Сокращения играют это то, как это огромную роль в жизни переписок у американцев и, в принципе, у всех, кто живет с американцами. Еще другая вещь, которую я очень недооценивала, когда я училась в русской школе, будучи в России, и которую я вообще презирала всем сердцем, оказалась очень-очень полезной, реально, послушайте. Это вещь, когда ты пишешь, это когда ты пишешь имейл, официальный имейл. Всю свою жизнь клала я вот такой болт на вот эту вот эссе. Потому что я такая, кто будет писать имейл? Ты что, прикалываешься? Имейл? Бену? В Лондон? Какой А там же, то есть, что вы понимали, то есть это нужно соблюдать формат. То есть это hello, запятая, там вот это все, отступление, там, да. Новый абзац. Ты должен писать regards, запятая, да. Дальше, и там, не дай бог, ты поставишь точку на regards. Там в конце обязательно спасибо, хорошего дня, да. Мы вас очень любим, очень вот жду вашего ответа. Это единственная тема, которая реальная рабочая. Потому что если вы приедете, ну, например, в Штаты, ну, мы не знаем, почему именно Штаты, ну, например, мы дадим этот пример. Допустим, приедете в Штаты, вам нужно будет написать официальное письмо даже, допустим, своему учителю в школе или в институте, или whatever. Вы будете писать это в имейле, и вы будете писать это hello, Ben, запятая. Не hello, мистер Франклин. Или мистер Франклин, или просто hello, запятая, и вам это нужно будет делать. Пожалуйста, вот эту вещь, не надо ее пропускать, уделите на это внимание. Этому вообще, по-моему, не учат нигде. Этому учат, но этому уделяют ровно 1 урок, потому что никуда нафиг это не надо, кто пишет имейлы. В России никто не пишет имейлы. И либо этому учат, но я настолько это не помню, что прям вообще. Да, вот это самый топ. Где-нибудь во 2 классе после алфавита. По твоему мнению, как ты думаешь, что было самое бесполезное на уроках? Английского, типа в белорусской, да. Там, в русской школе. То, что вы делали, но это было бесполезно. Если честно, я бы, не знаю, может быть, я так недооцениваю, конечно, но я бы сказала бы учить наизусть темы на урок там какой-то. Я помню, тебе запоминать? Ну вот у нас было, мы именно писали тему там Беларусь, да, и ты там пишешь там 3 абзаца, там не знаю, 20 предложений на тему там «Моя Беларусь», ты там что-то рассказываешь, какая она крутая. И тебе нужно выйти к доске и про это рассказать. Но это должен был быть фри-ток, вот как мы с тобой сидим, только на английском, только в Беларуси. Естественно, никто это не знал, все учили это наизусть, как на литературе стихотворения. Это плохо. И это тебе ничем не помогает совершенно, ты не
учишь от слова совсем. Ты учишь, просто тренируешь свою память, но не английский. Это точно. И то есть ты можешь выучить там ключевые слова, моменты, идеи и вообще смысл этого задания, чтобы ты вышел к доске и рассказал от себя, что ты помнишь, что ты знаешь, еще и про твою страну. Мы знаем все. Но никто это не мог сделать, и поэтому все учили наизусть, и, по-моему, это не принесло вообще никакой пользы. Да, я это не делала в школе. Для Что меня у тебя было? самое тупое Бред. это были грамматические задания. То сколько страниц грамматического Вот задания я про них из тоже зеленого уродского учебника со страницами, похожими на туалетную бумагу, звездочка, блядь, за 5 рублей из хозяйственного магазина. Ненавижу до сих пор. Вот сколько страниц этих грамматических заданий я сделала, нельзя сосчитать. Но я посчитала. И это было 183 страницы грамматических заданий. Это отвратительно, это ужасно. Из-за этого я ненавижу английский. Но жизнь такая штука, что поворачивает тебе все С ног на голову. на 180. Да, я считаю, грамматические задания это нужно 10 минут в неделю, потому что это настолько отбивает. Они важны, но не прям овердоз. Они важны, но это овердоз, потому что ничего больше ты научить не можешь, если ты не носитель. А Это извините, тебе понадобится- извините, какая-нибудь Гульнара Ринатовна из Уфимской школы номер 14, это нереальный человек и нереальная школа. Права не закреплены. Да, не позорим учителя, но да, все они вас будут заваливать этой грамматикой, которая абсолютно не нужна. И я бы сказала, не нужен описание картинки. Самое тупое, Такое мы допустим, тоже не на делали, я не экзамене по помню. ОГЭ, я, по-моему, сдали на ЕГЭ, есть вариант с описанием картинки. Если честно, Картинки или я картины прям, картинки. типа? Тебе дается picture, ты его описываешь. Но прикол в том, что я, допустим, мне сложно описать картинку даже на русском. Я настолько туплю со всеми этими... Вот если ты мне сейчас дашь какую-нибудь там картинку, такая, Лиза, вот опиши там, вот, не знаю, 3 человека сидят на диване. Один рыжий, другой косой, другой кривой. Всё. И я такая, Все. вот на диване 3 человека. Ну, мне кажется, ЕГЭ, ОГЭ это составляется очень так стереотипно, стандартайзд, и у людей совершенно разные вообще умения, способности. Да, Паша. Грамматику там можно учить немножко. Она важна, но не прям чтобы овер важна. Здесь Да. никто не пользуется грамматикой. Да. То есть вообще от слова совсем. ЧББ, давай ну пок. Ну, то есть все говорят просто как слышится, так и хочется, как так и говорится. Мне кажется, в какой-то степени живем в Беларуси. Просто другой матрицы, потому что белорусский как слышится, так и пишется. Да, Типа жиши пишешь. респект. Вы реально пишете жиши? Да, да. Блин, вы прикольно. У вас еще авансы не будет 2 миллиона стоит. Старые деньги. Не надо. Давай поднимем очень немаловажную тему и волнующую многие тему о изучении языка, и именно какие советы ты могла бы дать людям в более продуктивном изучении языка. Любого. Ну, там английский в нашем случае. Самый простой. Скажи спойлер. Спойлер. Не учите английский. Поддерживаю. Не нужно сидеть над книжками. Конец мысли. Закончили. Не нужно сидеть над книжками, ходить к репетитору каждый божий день. Реально. Это вам поможет на 1% максимум. Я скажу лучше. 2... Спасибо просто тебя на. А это I было didn't mean that. offensive. You're so I mean. didn't mean that. Guys, you don't understand what we were saying even? Like, if you're going to... Say what you mean. If you're going to a tutor, do you even understand what we were talking about right now? You know, поэтому не надо ходить к репетитору. Не, на самом деле, реально, сохраните деньги от репетитора, сложите их под проценты в банк. Надеюсь, что в хороший банк он не лопнет на следующий день, не будет девальвации рубля или whatever currency. Но, правда, сохраните деньги. Единственное, что вам может помочь, на самом деле помочь, вытолкнуть вас из этого болота вечного запутывания в словах и незнания вокабуляра. Да, дудас там. Это переезд или просто хотя бы визит страны, где тебя будет окружать этот язык. И визит там... На самом деле, я скажу, визит даже на месяц. Да, не на неделю, я хотела сказать. Даже там... на месяц даст
очень-очень крутой импакт, потому Да, что как минимум месяц. за 2 недели ты уже начинаешь не бояться говорить, соответственно, за 4, дай бог, что-то там продвинется. Реально, лучше путешествуйте, развивайте свою голову, смотрите на мир вокруг, это даст вам больше пользы, чем сидеть у какой-то тетеньки дома за 500 рублей в час, и вот это вот дудас, дудас, данус. Сейчас будет такой звук, такой плум денег, и будет такой перевод во все currency мира просто. У нас донаты пойдут, у нас пойдут донаты, у нас стрим был на все это время. Да. Или слушайте зарубежную музыку, например, Drake. Travis Scott. Or like, yeah, Travis Scott. 21 Savage. Или... Нет, 21 Savage, это вы вообще сразу... Это какие-то рэперы прям. Это если что, я просто что помню. Это вы language ghetto сразу. Я их не слушаю, я просто что помню. Да. Слушайте много музыки, фильмы по желанию, они мало что делают, и копите деньги на путешествия, и делайте загранпаспорта намного уже сейчас. Быстрее, чем их отменят. Да, быстрее, чем страна close. Но это чисто для моей страны, для твоей это не для очень. моей там у нас один паспорт на все случаи жизни. Что забанит? От меня пару слов, как бы, да, все в поддержку. И единственное, что может помочь, это реально выйти из зоны комфорта. Не пойти к соседке репетиторше, да, она может вас чуть-чуть раскрепостить, но это не так, как вынужденная мера. Когда вы переезжаете или просто визит на месяц куда-нибудь в страну, где никто не говорит по-русски или на вашем родном языке, только на иностранном или на котором вы хотите выучить, у вас не будет выбора, кроме как выкручиваться, искать способы, жестикулировать, объяснять из тех 3 слов, которые вы знаете. Все. Просто уезжайте, улетайте, отдыхайте, что-то собирайте деньги, идите пешком. Но если у вас и мотивации много, вы доберетесь до вашей цели. И ничего так не поможет, как surroundings. Да. Именно вот то, что... Да. Заставить себя, вытолкнуть себя из этого комфортного дивана и пойти туда, где есть трудности, сложности, но вы их преодолеете и будете супер крутым чуваком. Можно скажу последний момент? В крайнем случае, если у вас совсем нет рук, ног, вы не можете пойти заработать или что-то, неважно, окружите себя как можно больше английским. Там английскую музыку в уши, английские фильмы в уши, английские книги в уши, но у вас должна быть мотивация, как Бурдж-Халифа, чтобы себя заставить это делать, сидя в России или неважно где. Но если у вас таковая имеется, то вы многого добьетесь. Желаю всем успехов, вообще всем, неважно. Да. А вы, кстати... И нам тоже. Да, и нам тоже, нам вообще не помешает. У нас универ скоро. Да. Ой, трэш. Little Point про... Кто-то может сейчас, допустим, написать: ой, окружите себя языком, а что если мне там надо сдавать IELTS, потому что вот я хочу уехать. Если вы хотите сдавать IELTS, значит, вы берете книжечку по IELTS, берете все свои маленькие ручки, маленькие ножки. Книжечку на английском, если что. Да, вот этот бук 1300 страниц, вот такой если толщины. Не больше. Если не больше, у меня вот такой уже лежит там по SAT. Вы его берете, вы смотрите, вы открываете IELTS SAT Tips. IELTS SAT? И, IELTS/SAT Tips. И вы смотрите, как делать работать с такими тестами. Очень много ресурсов онлайн. Потому что такие тесты работают только если ты знаешь, как правильно в них не читить, а просто обходить, если ты знаешь структуру. Деле, да. Ты можешь быть супер крутым чуваком, ты можешь знать классно английский, ты можешь общаться с кучей людей, хорошо себя чувствовать, классно общаться, писать, читать, вести подкасты на инглише, но если ты не знаешь, по какой структуре работает SAT, или у тебя тупо закончилось время, потому что читал текст внимательно, увы, тут не важно. Жизнь очень жестокая и несправедливая, вас катнут, вам не дадут нормально написать, и все закончится. Поэтому, да, не воспринимайте этот совет для таких моментов, как стандартайзд экзамены. Там надо грызть, плакать, быть очень грустными, впадать в депрессию, но грызть и с этой книжечкой сидеть. Да, на самом деле, вот во всех этих американских тестах, куда ты поступаешь, в таких больших, крупных, важна стратегия, теория, план. Стратегия. Да, то есть отдельно есть репетиторы даже здесь, с которыми ты учишь стратегии. Ты учишь не наизусть там знания, куда ставить M из R, или там грамматику. Они с тобой сидят и учат
какие слова искать, в какую строчку смотреть, чтобы как быстрее прочитать этот текст. Ну, математику там вряд ли тебя научат, но вот обходить вот эти вот такие ошибки, как организовать свое время и быстрее сэкономить и больше пройти от вопросов. Да. То есть ты можешь ответить на больше вопросов, и из них больше шанс, что будет что-то правильное, чем ответить на 3 вопроса, в которых ты вообще не уверен. Да, вот там теория вероятности как раз-таки приобретает весь смысл в таких экзаменах, где у тебя... Я не знаю, кстати, как происходит ЕГЭ по английскому в России. Наверное, там такое не сработает, там нужно именно учить. Оно больше как IELTS, потому что там есть talking part, там есть listening, где ты в наушниках пердящих сидишь и записываешь этот, и там прям все категории этого. Там сложнее. Ну, это я смотрю... Кстати, я, как человек, который осуществил, наверное, мечту многих, я, будучи здесь, я открыла ЕГЭ по приколу, ЕГЭ по английскому, посмотрела какие там эти, они там суперязычные, но они язычные для меня, да, потому что они для меня люди уже там плачут целый год. Блин, мне очень их жаль. Я помню себя, как я пыталась готовиться к ОГЭ по английскому. Господи, я открывала от переводчик на каждое второе, я просто there, ну придется опять искать, там просто there. Еще, да, очень, кстати, большой пункт, можно я так влезу в ваш монолог, то, что выходя из зоны комфорта, push yourself, чтобы не юзать транслейтер. Вот просто удалите его с телефона, забудьте, чтобы ваши пальцы забыли, как туда идти. Реально, у меня есть знакомая, которая переезжает в Канаду, она все еще туда не переехала, она любые имейлы, опять-таки, все вот эти тексты она пишет с транслейтером, хотя они очень легкие, там любой человек может это написать хотя бы своими словами. Я, когда была здесь, я все имейлы школьные тоже писала через транслейтер, в какой-то момент я такая, я так никогда не научусь, мне нужно это отложить, пытаться 3 слова сковеркать, как я умею. Потому что никто тебя за это критиковать не будет. Все тебя поймут, простят и ответят, что ты хочешь. То есть, пожалуйста, вот реально попробуйте сами начинать писать, как вы умеете. Хотя бы в телефоне вот так вот тыкайте, но без переводчика. Там максимум 1-2 слова, если вы прям совсем не знаете, чем его заменить. Но не надо писать «Привет, как дела? У меня есть к тебе вопрос» на переводчике. Это знают все. Не надо, вы тогда разленитесь. Да, то есть не поддавайте страху. Не делайте медвежью услугу сами себе. Да, не поддавайте страху, вы знаете больше, чем вы думаете. Это просто страх, как организм устроен. Ну, я думаю, на сегодня мы закончили. Наш фриток подошел к концу, потому что мы устали, как вонючие псины, уже время 3 часа ночи. 3:30, если будет. Да, спасибо вам большое, если вы досмотрели до конца. Потому что именно здесь мы вас благодарим и просто чмок в пупок за это. И с вами был подкаст «Точки зрения». Всем шараут, всем пис. Всем добра, удачи и пока. Точки зрения.